Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать о 40 таинственных и загадочных местах России. Из этого видео вы узнаете следующее. Какие тайны скрывает здание МГУ? В чем секрет проклятых часов Якова Брюса? Какая существует легенда о книжнике-любителе с театрального проезда? В чем загадка истории у белой дамы из сказочного терема на улице Большая Якиманка? Детали легенды о поезде-призраке из прошлого на кольцевой ветке метро. Есть ли место, в котором возможно путешествие во времени в Москве? Какая история у чертовой пустоши в Екатерингофе? Какие существуют ужасные детали Кольской сверхглубокой скважины? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Что ж, приступим. В России есть места, пользующиеся дурной славой. Там пропадают люди, случаются аномалии и происходят мистические вещи. Почти каждое такое место имеет свои предания и легенды. Путешественников, ставших заложниками этих мест, охватывает паника. Но искателей приключений это не останавливает. Хочу отдельно обратить ваше внимание, что на нашем канале уже есть ролик «70 таинственных мест, которые запрещено посещать», и если вы его еще не видели, то, думаю, вам будет интересно ознакомиться и с ним тоже. В указанном видео мы уже касались в том числе самых разных мистических мест России, о которых в этом ролике мы уже не будем рассказывать. В этом же видео мы хотим рассказать о 40 таинственных и загадочных местах России, которые таят в себе много мистического и необъяснимого. Мы отдельно коснемся мистических мест в Москве и Санкт-Петербурге, но не ограничимся только этими городами. Начнем мы это видео с мистических мест Москвы. 1. Дом Берии и звуковой фантом лимузина. Адрес: улица Малая Никитская, 28/1. На углу Малой Никитской и Вспольного переулка располагается симпатичный особняк с бледно-голубыми стенами. Особняк, где сейчас располагается посольство Туниса, имеет плохую репутацию. Поговаривают, что призрак его последнего хозяина, Лаврентия Берии, до сих пор бродит по комнатам и портит дипломатические документы. А если вдруг вы оказались рядом с домом летней ночью, то можете столкнуться с другим призраком, лимузином советского политика, известного своей жестокостью и любвеобильностью. На нем, согласно легендам, увозили в особняк похищенных помощниками Берии девушек для плотских утех хозяина. Увидеть призрак не получится, только услышать, потому что лимузин – это звуковой фантом. По улице разносится рокот двигателя автомобиля, стук дверей и неразборчивая речь двух мужчин, горячо что-то обсуждающих. После снова хлопают двери и лимузин уезжает. 2. Кузнецкий мост и красавица Жужу. Адрес: улица Кузнецкий мост, 4. Жужу – французская манекенщица и модистка, которая держала лавку белья и одежды неподалеку от Кузнецкого моста. Была она любовницей известного мецената Саввы Морозова. Их сказочная любовь закончилась смертью обоих с разницей в один день. Как-то Жужу проезжала через Кузнецкий мост и услышала крик мальчишки-газетчика: «Последние новости! Савва Морозов покончил жизнь самоубийством в Канах». Девушка выскочила из экипажа, чтобы купить газету, и попала под колеса другой кареты. Ночью того самого газетчика нашли в подворотне мертвым. Он был задушен чулком Жужу. В течение месяца таким же образом погибли 3 журналистов той злосчастной газеты.
Призрак француженки бродит по Кузнецкому мосту, облаченный в красивое белое платье. Она выискивает тех, по чьей вине погибла. Жужу выходит на охоту майскими вечерами, и лучше по улице в это время не гулять. Согласно легенде, если призрака встретит девушка, то в скором времени она расстанется с любимым, ну а если Жужу увидит журналист или продавец газет, то его ждет скорая смерть. 3. Тверской бегемот. Адрес: улица Тверская. Призрак черного кота, которого можно увидеть на Тверской улице, внесен в международный справочник по привидениям. Кот огромных размеров вдруг появляется прямо посреди улицы и неспешно идет вдоль домов. Если пойти за ним, то можно стать свидетелем того, как, перейдя через дорогу, он просто исчезает в стене дома, проходя сквозь нее. Поговаривают, что он стал прообразом знаменитого бегемота, одного из главных персонажей романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Черный призрачный кот никаких несчастий не приносит. Единственное, что может случиться, это то, что вы потеряете сознание, если он пройдет сквозь вас. Но встретить его не так-то просто. Кот появляется по ночам дважды в месяц и только по нечетным числам. 4. Черный монах в Алешкинском лесу. Адрес: район Северная Тушина, Алешкинский лесопарк. В районе Северная Тушина есть уникальное место – Алешкинский лесопарк. Раньше здесь располагалась деревня Алешкино, от которой парк и получил свое название. По тропинкам, петляющим среди деревьев, можно гулять часами, кормить птиц и любоваться белками, дышать свежим воздухом и просто отдыхать душой. Однако своя червоточинка есть и здесь. Черный монах. Никто не знает, кто он и откуда взялся, но есть предположение, что это призрак одного из монахов еще из тех времен, когда земля принадлежала греческому Никольскому монастырю. Те, кто встречался с привидением, говорят, что он одет в черный балахон с капюшоном, очень высокий, худой и с бледным лицом. Он бесшумно двигается среди деревьев и наказывает тех, кто ведет себя слишком шумно. Его появление связывают с грядущими несчастьями. Его видели незадолго до начала Великой Отечественной войны, за день до теракта на Пушкинской площади и за несколько дней до Нордоста. Если вам не посчастливилось встретиться с ним, то чтобы не накликать на себя и своих близких беду, нужно отвернуться и молча пройти мимо. 5. Голосов овраг и путешествие во времени. Адрес: парк Коломенское. В 1810 году двое крестьян шли из села Дьяково в село Садовники. Дорога пролегала через глубокий овраг. Спустившись туда, крестьяне вошли в густой туман, расстелившийся на его дне. Ничего их не насторожило и ничего не произошло. Мужики спокойно поднялись из оврага и пришли домой. Но оказалось, что прошел уже 21 год, и их считали пропавшими без вести. Эта история приключилась в Голосовом овраге, что находится в Коломенском парке. Овраг делит заповедник почти на две равные части и тянется целый километр. Найти его довольно легко, нужно идти по тропинке от мостика, где ручей впадает в реку и образует небольшой водопад. Однако спускаться во враг во время тумана не рекомендуется, потому что, согласно легендам, можно провалиться в дыру во времени и вынырнуть либо в прошлом, либо в будущем, а вот вернуться обратно будет уже практически невозможно. Легенды появились не просто так, в этом месте часто бесследно пропадали и продолжают пропадать люди. На дне Голосова оврага лежат два камня, которые почитались еще с языческих времен, со всеми вытекающими обрядами и жертвоприношениями. Считается, что конь камень и девий камень обладают огромной силой и способны даровать мужчинам и женщинам здоровье и исполнить их самые заветные желания. 6. Призрак Кусовникова и страдания по деньгам. Адрес: улица Мясницкая, 17. У дома 17 на Мясницкой улице богатая история. Он принадлежал Льву Измайлову, известному моту и масону, который устраивал в доме собрания членов тайного общества. Одно время тут располагался женский пансион, в другое – богадельня. Дом полностью перестроили в 1870-х годах, а еще позже подстроили 5-й этаж. Но москвичи знают этот дом благодаря старику Кусовникову, который жил тут с 1843
по 1870-е годы. Говорят, что генерал-майор вместе со своей супругой Софией были сказочно богаты и также сказочно скупы. Они никогда не подавали милостыню, не держали прислугу, хотя оба были уже не молоды, не принимали у себя гостей и сами никуда не выезжали. Только постоянно пересчитывали свои несметные богатства, перекладывая их с места на место. Однажды они спрятали денежки в дымоходе, в котором дворник разжег огонь. Софья, поняв, что все их сбережения сгорели, умерла на месте, а старик Кусовников сошел с ума. С растрепанными седыми волосами и в старомодном пальто он до сих пор бродит вокруг своего дома, который уже давно не его, и, заламывая руки, причитает: «Ой, денежки мои, денежки», или навязчиво требует у прохожих, чтобы ему вернули его сбережения. Встреча с призраком не сулит ничего хорошего и ведет к крупным финансовым потерям. 7. Мессинг и темные личности. Адрес: улица Озерная, 47, Востряковское кладбище, участок 38. Само слово «кладбище» предполагает полчище призраков и мистики. Однако есть совершенно особенные места, как, например, участок 38 на Востряковском кладбище. Там похоронен небезызвестный Вольф Гершикович, которого все мы знаем под именем Вольфа Мессинга. Он обладал удивительной способностью к гипнозу и мог внушать мысли другим людям. Может быть, именно поэтому он стал так популярен в Советском Союзе, учитывая, что во времена Сталина велась борьба против всякого рода мистики. Жизнь Вольфа Мессинга была окутана тайнами и легендами, которые шлейфом тянутся за ним и после его смерти. Существует поверье, что если прийти на могилу мистика во всем черном и остаться с памятником наедине, то сам Мессинг может предстать перед смельчаком. Однако с желаниями он помогает не всем, только тем, кто ему понравился и у кого чистые помыслы. Если попросить призрака о чем-то не очень хорошем, то он может и жизни лишить. Так что будьте осторожны в своих желаниях, если решитесь на эксперимент со встречей. 8. Призрачный помощник Рубакин. Адрес: улица Воздвиженка, 3/5. Не все призраки страшные и зловредные. Кое-какие могут и помогать. Потому что хороший при жизни человек даже после смерти становится хорошим призраком. Таким как публицист и литератор Николай Рубакин. Перед своей смертью он завещал личную коллекцию из 75 тысяч книг Российской государственной библиотеки Ленинки. Когда коллекцию перевезли, то случайно захватили урну с прахом Рубакина, и какое-то время она хранилась там. Потом прах похоронили на Новодевичьем кладбище, а дух остался в хранилище. Ходят слухи, что на самом деле Рубакин охраняет только одну книгу, которая досталась ему от Петра Столыпина. Это репринт енохианских ключей с текстами, которые излагают основы всех религиозных течений и являются чем-то вроде договора с темными силами. Те, кто верит в мистику, считают, что такие книги нельзя даже открывать, потому что то, что в них заключено, может иметь непредсказуемые последствия. Охраняет ее Рубакин или нет, всего лишь догадки, а вот то, что он часто помогает найти ту или иную книгу в хранилище, факт, который подтверждают работницы библиотеки. 9. Поезд-призрак из прошлого. Адрес: Кольцевая ветка метро. Существует легенда, что по кольцевой линии московского метро ходит поезд-призрак. Управляет им машинист в форме 40-х-50-х годов, а в окнах можно увидеть уставшие лица пассажиров-призраков. Из года в год поезд песочного цвета перевозит людей, попавших в его ловушку, и превращает их в часть прошлого. Он приезжает на станцию, каждый раз разную, и стоит на перроне, не открывая дверей, а потом уезжает. Если же он все-таки открыл двери, то ни в коем случае нельзя заходить внутрь, потому что один раз туда попав, уже никогда не сможешь выйти. Существует несколько версий, откуда этот призрак мог появиться. По одной из них в 1962 году, на переезде между станциями, бесследно пропал целый поезд со всеми пассажирами. По другой, он появился раньше, в 1947 году, когда во время экспериментальной поездки один из поездов взорвался вместе со строителями, которые в нем находились. Инцидент был засекречен, но вся Москва обсуждала трагедию.
А московские диггеры придерживаются самой страшной версии. Кольцевая ветка метро находится в аномальной зоне, которая затащила поезд во временную петлю прошлого, и застрявшие в ней пассажиры обречены на вечное путешествие под землей. 10. Призраки дома на набережной. Адрес: улица Серафимовича, 2. Дом на набережной, расположенный на Болотном острове и известный также как бывший дом правительства, просто кишит призраками. Он был построен в 1931 году и заселен членами советской верхушки, партийными деятелями, писателями и учеными. Получить там жилье считалось настоящей удачей. Элитные меблированные большие квартиры, паркет, фрески на потолках, детский сад и ясли, универмаг, прачечная, кинотеатр и клуб в ЦИК имени Рыкова. Все под рукой. Но и призраки тут как тут. Некоторые археологи считают, что дом был построен на нехорошем месте, и якобы раньше там располагались пыточные, жестокого Малюты Скуратова. Много здесь полегло врагов Ивана Грозного, и их неупокоенные души бродят по сей день по лестницам, пугая нынешних жильцов. Однако самым страшным остается Малюта, чьи тяжелые шаги не перепутаешь ни с чьими другими. Позже к ним присоединились призраки репрессированных и бесследно исчезнувших людей. Самое известное – это привидение дочери командарма. Девушка была дочерью одного из военных, которого арестовали вместе с женой. Когда приехали за их дочкой, она заперлась дома и ее забаррикадировали в собственной квартире, лишив газа, света, еды и воды. Если верить легенде, то девушка умерла от голода и жажды на 10-й день заточения. После встречи с дочерью командарма нужно обязательно дать милостыню первому встречному нищему, чтобы отвратить от себя беду. 11. Герцен и Огарев, приносящие удачу. Адрес: улица Косыгина, 28, строение 43. Николай Огарев описал свою встречу с Александром Герценом и клятву, которую они дали друг другу в этюде «Три мгновения». На высоком берегу стояли два юноши. Оба, на заре жизни, смотрели на умирающий день и верили его будущему восходу. Оба, пророки будущего, смотрели, как гаснет свет проходящего дня, и верили, что земля ненадолго останется во мраке. И сознание грядущего электрической искрой пробежало по душам их, сердца их забились с одинаковой силой. И они бросились в объятия друг другу и сказали: «Вместе идем, вместе идем». В тот день они поклялись, что посвятят своей жизни борьбе с самодержавием. И оба свои клятвы сдержали. Время от времени на Воробьевых горах, у мемориала, открытого в 1978 году, можно увидеть призраков двух мальчиков 13 лет, Николая и Александра. Они стоят рядом, смотрят вдаль и разговаривают, снова и снова дают друг другу клятву. По преданию, если студент МГУ встретил их, это к удаче. Почему именно студент МГУ? Потому что Огарев и Герцен учились в этом университете, один на нравственно-политическом факультете, другой на физико-математическом. 12. Безголовые призраки с Ярославского шоссе. Адрес: Ярославское шоссе. На Ярославском шоссе, в сторону Сергиево-Посадского района Московской области, часто происходят аварии. По свидетельствам выживших очевидцев, виной тому становятся два призрака, которые внезапно появляются на дороге. Это привидения отца и сына Ивана и Андрея Хованских, возглавлявших стрелецкий бунт и казненных по приказу царевны Софьи в 1682 году. Их обвинили в государственной измене, обезглавили и в назидание другим бунтовщикам не стали предавать христианскому погребению, просто бросили в реку неподалеку от деревни Галыгина. С тех пор они и бродят по шоссе. Если призраки встречают одиноких путников, то начинают нашептывать мольбы, чтобы те уговорили Софью похоронить их по-человечески. В знак уважения князья кланяются и снимают шапки вместе с головами. Увидев такое, водители теряют контроль и съезжают в кювет или врезаются в столб. 13. Агафья пророчица из Останкино. Адрес: улица Академика Королева, 15, корпус 2. Время от времени возле телебашни Останкино появляется старуха-горбунья в черных одеждах. Она предсказывает беды, которые вот-вот случатся,
и предупреждает об опасности. В 90-е годы, за несколько дней до печально известного штурма телебашни, горбатая старуха напугала охранников, явившись перед ними и прокричав страшные слова: «Кровью тут у вас пахнет». Являлась она и в 2000-м, предупреждая о пожаре. Старуха – это потомственная колдунья Агафья, которая жила в районе Останкино еще тогда, когда на этой земле ничего не было. По сути, она не была плохой женщиной и помогала всем, кто к ней обращался, варила различные зелья, занималась заговорами и приворотами, собирала травы. Но местные жители, напуганные ее образом жизни и тем, что она не похожа на них, похоронили ее заживо. С тех пор душа колдуньи бродит по тем местам, где жила, и пытается предупредить об опасности всех, до кого сможет достучаться. Приходила Горбунья и к Прасковье Жемчуговой, и к Павлу I, и к польскому королю Святославу Августу Понятовскому, гостившему у графа Шереметьева в 1797 году, и к Александру II, и много к кому еще. Однако каждый раз все заканчивалось одинаково – смертью тех, кто не прислушался к ее словам. Гуляя возле башни, будьте внимательны, ведь среди толпы вполне можно столкнуться с призраком старухи Горбуньи, и если это произошло, внимательно ее выслушайте и сделайте то, о чем она говорит. 14. Белая дама из сказочного терема. Адрес: улица Большая Якиманка, 43. В красивейшем доме на Большой Якиманке, похожем на сказочный терем, живут сразу два привидения: архитектора, по чьему проекту его построили, и любовницы бывшего владельца. Особняк-терем, сейчас привлекающий туристов своим необычным видом, был построен в 1895 году для ярославского купца Николая Игумнова. Он был очень богат и любил эпатировать всех вокруг. Купец задумал построить дом, который удивит всю Москву, нанял архитектора Николая Поздеева, специалиста по церковному зодчеству и русской эклектике, и не скупился на дорогие материалы для своего будущего дворца. Однако, когда дом наконец был достроен, то ничего кроме насмешек Игумнов не услышал. Обозлившись на архитектора, он не заплатил ему ни гроша и прогнал. Николай Поздеев, не стерпев унижения, застрелился, но перед смертью проклял дом и застрял в нем призраком. Иногда его можно увидеть бродящим возле своего последнего творения. Он останавливает прохожих и спрашивает их мнение о доме. Игумнов жить в особняке не стал и поселил там свою молодую любовницу. Перед тем, как навестить девушку, он посылал к ней гонца с предупреждением, но однажды явился внезапно и застал в объятиях молодого офицера. Молодого человека он выгнал, а девушку с тех пор никто не видел. Поговаривают, что он приказал заживо замуровать ее в стенах, умирала она долго и мучительно. Стены дома не отпустили дух девушки, и она до сих пор томится в каменном тереме, ставшем ее могилой, периодически пугая тех, кто там появляется. 15. Книжник-любитель и кошатник. Адрес: Театральный проезд, Никитская. На Театральном проезде располагается сразу несколько книжных магазинов, и если вы любите прикупить себе какую-нибудь интересную книжицу, то будьте готовы встретиться с призраком Федора Мазурина. Жил он в XIX веке и больше жизни обожал книги. Он мог днями бродить по уличным развалам и книжным рядам. Если он видел интересную книгу, то впадал чуть ли не в истерию, весь тряся, умоляя продавцов поскорее ее продать. Водился за ним и грешок. Чтобы заполучить книгу подешевле, Мазурин мог вырвать из нее страницу, дескать, она изначально была с изъяном, а дома аккуратно вклеивал ее на место. Согласно легенде, если купить книгу, которая заинтересует книголюбца, то он увяжется за человеком и будет слезно умолять подарить ее ему. Если же Мазурину отказать, он напустит на обидчика полчища призрачных кошек, животных, которых он любил так же страстно, как и книги. 16. Салтычиха и кровавый шлейф. Адрес: Малый Ивановский переулок, 2. Строение 33. Иоанно-Притеченский женский монастырь известен тем, что раньше в его стенах томились женщины, которые так или иначе не угодили царю, вторая жена Ивана Грозного, первая жена Василия Шуйского, дочь Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского.
Самой известной пленницей была и остается Дарья Салтыкова, которую все знают под прозвищем Салтычиха или Людоедка. Помещица была богатой дворянкой, о красоте которой ходили легенды. Но тянулся за ней еще один шлейф из крови и преступлений. Она убила и зверски замучила больше сотни своих крепостных. Когда преступления раскрылись, вся Москва была в ужасе. Салтычиху приговорили к смертной казни, лишив звания дворянки, но позже заменили наказание на пожизненное заключение в стенах монастыря. Там она и умерла, но история не закончилась. Скоро на Ивановской горке стал появляться призрак старухи в черных лохмотьях и кандалах. Она ходит у стен монастыря, гремит цепями и насылает проклятия на одиноких прохожих. Встреча с Салтычихой не сулит ничего хорошего, при таком-то прошлом она способна приносить только несчастье. 17. Жена цирюльника и временная слепота. Адрес: Лефортовский переулок 12/50, строение 2. Еще один московский призрак обитает в неприметном доме из красного кирпича в Лефортовском переулке. Сейчас здесь располагаются бар и полицейский участок. А раньше были чертежные мастерские для студентов. Они-то и поведали историю про привидение женщины, которая до сих пор бродит по старым коридорам и является ровно за минуту до полуночи. За закрытыми дверями появляется яркий белый свет, который исчезает через несколько минут. Если посмотреть на него, то временно ослепнешь, переживая последние минуты жизни призрака. По легенде, в XIX веке в доме жил цирюльник со своей красавицей-женой. Он безумно любил девушку, но также безумно ревновал. Были ли у него основания, неизвестно, но однажды в приступе ревности он зарезал свою возлюбленную опасной бритвой, которой обслуживал клиентов. 18. Проклятые часы Брюса. Адрес: улица Спартаковская, 2. В XVIII веке граф Мусин-Пушкин построил особняк, в стенах которого сегодня располагается Московский государственный строительный университет. Это здание знаменито гробовыми часами Якова Брюса, на племяннице которого был женат один из Мусиных-Пушкиных. Часы выглядят как белая продолговатая доска и располагаются на фасаде здания. Их называют гробовыми, потому что по форме они напоминают крышку гроба. Раньше на них были выбиты цифры, астрологические символы и названия месяцев. Сейчас все знаки сколоты, чтобы не навлекать беду. Часы Яков Брюс сделал по заказу владельца дома. Они должны были предсказывать хозяину его судьбу и события. Но наследники дома в мистические свойства не верили и лишь посмеялись над ними. Тогда-то, по легенде, Брюс и проклял часы, сказав, что они будут предсказывать только самое плохое. Говорят, что белая доска становилась кроваво-красной перед началом обеих мировых войн и революций. Иногда на часах видят проступающий крест неправильной формы, который якобы указывает местоположение Брюсова клада. Но искать его не рекомендуется, счастья колдовские сокровища не принесут, только проклятие. К тому же клад охраняет призрак самого Якова Брюса. 19. Нулевой километр. Адрес: проезд Воскресенские ворота 1А. Мистическим местом в Москве считается нулевой километр, точка, с которой город начал строиться. Это туристическое место на входе на Красную площадь, обозначенное памятным бронзовым знаком на асфальте. Квадрат в круге делится на 4 части, которые отвечают за разные стороны света. В каждой из них нанесены изображения животных. Для севера морской котик, сова и олень, для запада зубр, змея и глухарь, для юга орел, горный баран и дельфин, для востока кобра, тигр и тукан. Считается, что если встать в круг, загадать желание и бросить монетку, то оно обязательно сбудется. Только ритуал проводить нужно правильно, стоя на одной ноге в самом центре и лицом к Иверской часовне. Монетку бросают через левое плечо так, чтобы она не выкатилась за пределы знака. Желающих осуществить свои мечты возле нулевого километра всегда много. А вот того, кто подбирает брошенные монетки, ждут неприятности и мелкие несчастья, которые способны подпортить жизнь. 20. Карета в никуда. Адрес: улица Кузнецкий мост. И снова Кузнецкий мост – привлекательная улица для призраков.
До революции 1917 года это место было средоточием игорных домов. Люди проигрывали целые состояния и доходили до крайней степени отчаяния. Самоубийственные мысли буквально витали в воздухе. Вот в такие-то моменты на горизонте и появлялась изящная карета. Возница предлагал проигравшемуся бедолаге довести его до дома за символические деньги. Человек соглашался, и больше его никто никогда не видел. Куда кучер увозил бедолагу, неизвестно, может быть, в самый ад. Сегодня игорных домов на Кузнецком мосту нет, и, казалось бы, серой кареты тоже быть не должно. Однако поговаривают, что она никуда не делась, и возница продолжает похищать души отчаявшихся людей. А чтобы не отпугнуть потенциальную жертву, призрак пересел с кареты на серые «Жигули». Так что будьте внимательны и не соглашайтесь на слишком выгодные предложения, если вдруг ночью вас предложат подвезти. 21. МГУ. Как добраться? Москва. На метро до станции Университет, далее пешком. В столице есть не только нехорошие квартиры, но и целые нехорошие здания. Одно из них известное всем здание МГУ на Воробьевых горах. В середине 1990-х психически неуравновешенные активисты маргинальной партии «Северный Восход» объявили центром так называемого семиугольного Московского царства здание МГУ. После очередного таинства, устроенного северянами прямо в холле здания, патруль милиции сопроводил нескольких находившихся в экстатическом состоянии человек в отделение, а оттуда прямиком в психушку. Выбор главной высотки Москвы в качестве места шабаша был не случайен. До начала строительства здесь находилась деревня Воробьево, пользовавшаяся репутацией всемосковского центра колдунов и магов. Местные истории о летающих головах, ушах и различной нечисти были популярны у народных сказочников еще в конце XIX века. Даже в дневниках авиаконструктора Крылова встречается упоминание о подмосковном царстве нечистой силы, расположенном в Воробьево. После войны всего за несколько лет местность была изменена, на 320 гектарах создано 407 университетских объектов. От деревни не осталось и следа. В 40-50-х годах во время строительства использовался труд, в том числе и заключенных, некоторое число которых погибли прямо на стройплощадке. Часть из них была здесь же и захоронена. Говорят, сами заключенные замуровывали стукачей прямо в стены. Смерть заключенных не могла не спровоцировать возникновение разнообразных страшилок среди последующих поколений студентов. Истории о ходячих, летающих, прыгающих мертвецах появились еще в начале 60-х годов. Кандидат исторических наук Федор Ахтырский заявлял: «Звучит бредово, но я сам несколько раз слышал и видел на 15-м и 23-м этажах нечто очень странное. Какие-то шумы, разговоры, полупрозрачные фигуры». В конце 90-х группе исследователей всего самого паранормального под руководством Саркиса Тераганяна удалось зарегистрировать на высотке МГУ мощные резонансные звуковые выбросы. Что это значит, Саркис не объяснил, зато сказал следующее: мы определили несколько, так сказать, темных зон на верхних этажах здания. Интересы ради проверили и другие московские высотки, там все в порядке. Может быть, просто забыли включить свет? До сих пор некоторые подвальные помещения и верхние этажи МГУ закрыты для посещений. В советское время комнаты, расположенные в шпиле, принадлежали КГБ и использовались для наружного наблюдения за перемещениями высокопоставленных лиц. Что происходит там сейчас, неизвестно. С самого начала по Москве ходят слухи, что здание МГУ уходит под землю на столько же этажей, насколько возвышается над ней. Возникли они в 1949 году, когда ежегодник «Советская архитектура» опубликовал план здания. В отличие от остальных высоток, МГУ было изображено только выше уровня земли. Что-то будет, когда господин Тераганян спустится в подвалы. Далее мы расскажем о мистических местах Санкт-Петербурга. 22. Михайловский замок. Адрес: улица Садовая, 2. Замок был построен императором Павлом I, он опасался за свою жизнь и решил соорудить неприступную крепость. Здание возвели в центре Петербурга,
На месте деревянного летнего дворца Елизаветы Петровны, в котором родился Павел. Император сам делал первые эскизы замка, а его строительство он поручил итальянскому архитектору Винченцо Бренна. Дворец, окруженный рвами и названный в честь архангела Михаила, построили за 4 года, Павел прожил в нем 4 месяца. Правил император всего 4 года, 4 месяца, 4 дня и 4 часа. Количество букв в надписи над главным входом, 46, соответствует прожитым годам правителя. В 1801 году Павла I зверски убили, но официальной стала версия о погубившем его апоплексическом ударе. Несколько лет после зловещих событий здание пустовало, а затем там разместилось Николаевское инженерное училище, давшее замку новое название «Инженерный». Легенда гласит о непрекаянном призраке императора, тень которого бродит по покоям в поисках своих убийц. Существует также миф, что в подземельях замка спрятан сундук с реликвиями мальтийских рыцарей, великим магистром ордена которых был император Павел I. У нашедшего и вскрывшего этот сундук проявится дар ясновидения. Но пока, сколько ни исследовали Михайловский замок, таинственная реликвия не найдена. Сейчас в здании располагается филиал Русского музея, а в его дворике можно увидеть пугающий монумент, так сказать, бедному Павлу. 23. Медный всадник. Адрес: Сенатская площадь. Бронзовый монумент основателю Петербурга Петру Великому является одним из символов города. Когда в 1782 году открыли памятник, старообрядцы, жившие в окрестностях города, назвали его всадником апокалипсиса. Во время Отечественной войны 1812 года император Александр I, боясь вторжения в город наполеоновских войск, хотел спрятать монумент. Но накануне демонтажа одному из военнослужащих во сне явился запечатленный в камне Петр I на коне, который произнес пророчество: «Покуда я на месте, моему городу нечего опасаться». Узнав про это, Александр I отменил эвакуацию памятника. Позже монумент, так сказать, ожил в поэме Пушкина «Медный всадник». Он мчался по городу за своей жертвой и настигал ее. Именно благодаря перу Александра Сергеевича памятник обрел свое название. Позже каменный император оживал в произведениях Маяковского, Блока и Ахматовой. Говорят, что его оживление происходит в сложные периоды русской истории. Горожане уверены, что памятник защищает город от бед и несчастий. Также ходят слухи, что по ночам Петр Великий спускается с постамента и на своем бронзовом коне патрулирует город. 24. Юсуповский дворец. Адрес: улица Декабристов, 21. Дворец старинного княжеского рода Юсуповых поражает не только роскошью и богатством сохранившихся интерьеров, это единственный объект из России, включенный в топ-50 мест темного туризма. В здании уцелели парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, роскошные жилые покои. Дворец вошел в отечественную историю как место убийства зловещего духовного наставника последней императорской семьи Григория Распутина. Недовольных его возвышением и влиянием на Николая II было много, и в декабре 1916 года было спланировано убийство старца, немалая роль в котором была отведена молодому князю Феликсу Юсупову. Распутин был приглашен во дворец, здесь его пытались отравить ядом, которым были начинены пирожные. Когда яд не подействовал, князь выстрелил в старца в упор из пистолета, а тот накинулся на Юсупова, едва не задушил его и бросился бежать. Его не остановили 3 выстрела в спину, и только 4-я пуля, попавшая в шею, сбила императорского фаворита с ног. Связанное тело сбросили в Неву, недалеко от Каменного острова. Семья Юсуповых в 1917 году, уехав из своего петербургского дворца, спрятала свои богатства в тайниках. Часть из них, включая 70 сундуков столового серебра, была найдена. Однако многие сокровища, в том числе уникальная жемчужина Перегрина, стоимостью в $1 миллион, до сих пор не обнаружены. Сегодня Юсуповский дворец считается одним из самых мистических мест Санкт-Петербурга. По легенде, время от времени в многочисленных зеркалах здания
отражается страшное бородатое лицо с безумными глазами. А в подвале дворца создана экспозиция с восковыми фигурами, позволяющая представить детали убийства Распутина. 25. Сфинксы. Адрес: Университетская набережная, 17. Сфинксы напротив здания Академии художеств давно стали символом мистического Санкт-Петербурга. По легендам, почти 35 веков они охраняли гробницы египетских фараонов. В 1832 году из древней египетской столицы Фивы сфинксов, чей покой категорически нарушать нельзя, привезли в город на Неве. Ходят легенды, что на них начертаны заклинания фараона Аменхотепа. Выражение лица фигур меняется в течение дня. С утра оно спокойное и безмятежное, а к вечеру становится зловещим и даже угрожающим. Считается, что прикасаться к сфинксам и заглядывать в их глаза опасно. Это грозит большими неприятностями. Говорят, что нарушившие запрет сходят с ума, или в их жизни происходит череда потерь. Так сфинксы и дух смерти мстят за то, что был нарушен их покой и что их оторвали от родной земли. 26. Ротонда. Адрес: Гороховая улица, 57А. Эта легендарная постройка находится в одном из обычных домов Петербурга и представляет собой круглую парадную в окружении 6 колонн, вокруг которых спиралью поднимается кованая лестница. Дом был построен почти 200 лет назад, как говорят, для собрания масонских лож. Если в XIX веке, по слухам, здесь проводились собрания масонов, то в XX веке рок-концерты. Здесь выступали Цой, Кинчев, Гребенщиков и другие рок-музыканты, которых привлекала неповторимая акустика помещения. Стены испещрены непонятными и странными символами. Считается, что написанное на стене ротонды желание обязательно сбудется. Посетителей предостерегают от встречи с нечистой силой, которая в полночь нередко посещает это место и может легко свести с ума впечатлительного человека. Также говорят, что если закрыть глаза и начать подниматься по загадочной чугунной лестнице ротонды, то никогда не дойдешь до верха, а будешь кружить по ступеням часами. Предания утверждают, что в подвале помещения находится временной портал, и даже ходит легенда о мальчишке, спустившемся туда и вернувшемся вскоре назад глубоким стариком. Связывают ротонду и с именем Григория Распутина. Вроде бы был прорыт подземный ход, который вел отсюда прямо в его квартиру. Считается, что таких зданий в городе 6, 5 из них на плане города образуют единую пентаграмму. 27. Дом Пиковой дамы. Адрес: Малая Морская улица, 10. В начале XIX века этот особняк принадлежал одной из самых влиятельных дам не только Петербурга, но и Европы, княгине Наталье Петровне Голицыной. Эта светская львица была фрейлиной императрицы Екатерины II, а также была хорошо знакома с австрийской императрицей и королевой Франции. Именно она стала прообразом героини повести Пушкина «Пиковая дама», старой графини, которая владела секретом 3 карт. Эту историю Александру Сергеевичу, который в то время жил неподалеку, рассказал племянник Голицыной. Он же поведал поэту странную историю ее смерти. Под конец жизни старой графини явился призрак черного офицера, который увел ее в могилу. В свою очередь, вдохновленный произведением Пушкина, Петр Ильич Чайковский, живший в доме напротив особняка Голицыной, написал оперу. Невероятно, но и поэт, и композитор умерли спустя 3 года после выхода своих произведений. Поговаривают, что в предрассветный час в окнах дома, где когда-то жила старая графиня, можно заметить ее силуэт, грозящий пальцем. Сейчас в доме Пиковой дамы находится поликлиника МВД, а в интерьерах не осталось и следа от былой роскоши. 28. Аптека Пеля. Адрес: 7-я линия Васильевского острова, 16. В 1858 году в этом доме на Васильевском острове провизор Вильгельм Пель открыл аптеку. Здесь же был склад, библиотека и лаборатория по изготовлению лекарств. По слухам, аптекарь занимался не только фармацией, но и алхимией и черной магией. Он дружил с Дмитрием Менделеевым и был причастен к открытию периодической системы химических элементов. В кирпичной башне без окон и дверей у Пеля
была тайная лаборатория, в которой он по ночам ставил опыты, пытаясь превратить ртуть в золото. Также загадочный аптекарь пытался найти формулу счастья, особую комбинацию чисел. Он пронумеровал каждый кирпич в башне, и говорят, что в этих цифрах спрятан код Вселенной. Кто его разгадает, тот обретет бессмертие. Городская легенда гласит, что найденную аптекарем формулу исполнения желания охраняют созданные им грифоны, мифические златокрылые существа с телом льва и головой орла. Поздним вечером они облетают Петербург и ровно в полночь возвращаются в свое убежище, башню Пеля. Говорят, что у людей, живущих поблизости от аптеки или оказавшихся в непосредственной близости от загадочной башни, любые проблемы волшебным образом разрешаются. Сейчас в этом мистическом месте находится музей и аптека. 29. Особняк Брусницыных. Адрес: Кожевенная линия 27. На Кожевенной линии Васильевского острова располагается особняк, который принадлежал купцу Николаю Брусницыну. Дом, приобретенный им в середине XIX века, считался одним из самых роскошных зданий Петербурга тех лет. На одном из аукционов Брусницыны купили антикварное зеркало, привезенное из Италии. По легенде, раньше оно принадлежало графу Владу Дракуле и висело в его усыпальнице. Зеркало Брусницыны повесили в танцевальном зале. По слухам, после этого в их семье начались несчастья. Все, кто смотрел в зеркало, испытывали недомогание или заболевали. Умерла внучка купца, следующей жертвой зеркала Дракулы стала служанка, которая сошла с ума и умерла. После череды несчастий Брусницыны сняли зеркало и спрятали его. После революции особняк и кожевенную фабрику национализировали. Во время ремонта зеркало Дракулы нашли и повесили в кабинете директора кожевенного завода, который вскоре исчез прямо из помещения. Через какое-то время пропало несколько рабочих, производивших ремонт и повесивших в кабинете зеркало. После этих странных случаев кабинет заколотили, да и само здание со временем оказалось заброшенным. В 21 веке интерес к особняку Брусницыных проявили кинематографисты и фотографы. Здесь стали снимать фильмы, делать фотосессии. Например, эту локацию можно увидеть в одном из фильмов Ренаты Литвиновой или в клипе группы «Мираж». Сейчас здание закрыто на реставрацию. 30. Семимостье. Адрес: набережная Крюкова канала. Около Никольского собора Санкт-Петербурга на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова находится уникальное место Семимостье. Именно отсюда видно 7 мостов города: Пикалов, Новоникольский, Красногвардейский, Староникольский, Могилевский, Смежный и Кашин. Если загадать здесь желание, то оно обязательно сбудется, только для этого надо рассмотреть все 7 мостов, а для этого есть специальный алгоритм, как и где правильно нужно встать. Существует время, когда задуманное сбывается гарантированно, 7 июля в 7 часов вечера. В этот день на Семимостье собирается много туристов и горожан, спешащих загадать желание. Кроме того, пришедших сюда не может оставить равнодушными необычайная красота этого места, которое из-за хитросплетения каналов называют еще маленькой Венецией. Центральный мост Пикалов называют местом силы, имеющим особую энергетику. Стоя на нем, можно увидеть также несколько великолепных храмов: Николо-Богоявленский морской собор, церковь Исидора Юрьевского, рядом находится большая хоральная синагога, католический собор святого Станислава и лютеранская церковь святого Иоанна. Такое количество церковных сооружений только укрепляет уверенность в исполнении загаданного желания. 31. Елагин дворец. Адрес: Елагин остров 4. На популярном среди петербуржцев острове для прогулок расположен Елагин дворец, одна из летних императорских резиденций, сохранивших название своего первого владельца. Обергофмейстер Екатерины II Иван Елагин был предводителем масонства, проводил в подвалах своего дворца различные ритуалы, магические опыты. Поговаривали, что под зданием находится запутанный лабиринт. По преданию, именно Елагин принимал императора Павла I в масоны. Свои мистические опыты проводил во дворце и знаменитый граф Калиостро, гостивший у Елагина и содействовавший ему в поисках философского камня.
Во время пребывания итальянского авантюриста особняк стал местом его феерических представлений, пока Екатерина II не предписала графу покинуть страну. Ходят легенды, что до сих пор в зеркалах Елагина дворца можно увидеть призрак Калиостро, одетого в масонский наряд. Если человек встретится с духом итальянца глазами, тот поднимает руки к небу и исчезает. Мистика сопровождала самого Елагина даже после его смерти. Утверждают, что при вскрытии его склепа в Александро-Невской лавре могила предводителя масонов оказалась пустой. Год назад дворец, так и не раскрывший пока всех своих тайн, вновь открылся для посетителей после 5-летних реставрационных работ. 32. Чертова пустошь в Екатерингофе. Парк Екатерингоф относится к числу мест Петербурга, обладающих, вне всякого сомнения, особой энергетикой и окутанных мистическим флером. Парк, заложенный по приказу Петра I близ реки Екатеринговки, был имением, жалованным императором любимой жене, цитата Катеринушки, другу сердешненькому, бывшей Марфе Скавронской, будущей самодержицы государства российского Екатерине I. Подарок был насколько роскошным, настолько и бестолковым. Место для усадьбы выбрали не слишком удачно, во время наводнения эту территорию сильно заливало. Поэтому друг сердешненькой жевала в своем имении, только при жизни мужа и только в летние месяцы. После же смерти Петра Екатерингоф был заброшен и зарастал год за годом, пока на престол не взошел Александр I Благословенный. Он распорядился расчистить и обновить парк, превратив его в место народных гуляний. Были устроены дорожки для верховой езды, вырыты пруды и каналы, возведены декоративные павильоны. Казалось, времена процветания вернулись, однако не прошло и 100 лет, и парк снова в запустении. Теперь здесь собирался на маевке революционный пролетариат, да временами пьяные купцы устраивали кутежи. Екатерингоф больше не был местом светских увеселений, годы превратили его в обычную замусоренную окраину, где любили отдохнуть и прогуляться люди попроще. В общем, он стал вроде нынешних диких пляжей на песчаных карьерах близ городской черты. В советское время парк вообще опошлился и приобрел прозаическое название «Сад имени 1 мая», обзавелся достопримечательностью в лице одиозной девушки с веслом. И все-таки есть у этого места некое особое очарование. Есть, конечно, и таинственная, мрачная история, с ним связанная, иначе зачем было бы рассказывать о нем? Во-первых, рядом с парком находился когда-то пустырь, носивший весьма красноречивое имя «Чертова пустошь», уж верно не за благодать, разлитую в воздухе. Говорили, что на чертовой пустоши водится нечисть, безлунными ночами оттуда доносились нечеловечески жуткие стоны, а припозднившийся путник мог увидеть парящие над землей призрачные огни, точно на проклятом кладбище. Во-вторых, в начале 20 века нехорошее местечко приобрел некий промышленник по фамилии Шакониди. Пустырь понадобился ему именно из-за этой зловещей славы, ведь Шакониди увлекался спиритизмом и вообще всем мистическим, как и многие в ту эпоху. Но, разумеется, только как дилетант. Он построил дом на окраине парка Екатерингоф и поселился там. Фабрикант пользовался в городе репутацией экстравагантного человека, увлеченного мистикой и спиритизмом. Он выпускал журнал «Тот свет», где печатались такие известные спириты, как, например, Елена Блаватская. В 1918 году Шакониди был расстрелян чекистами. Причем расстреляли его прямо во дворе собственного особняка, а тело засунули в мешок и утопили в одном из прудов парка. Расстрелом руководил некий чекист по фамилии Либерзон, как позже выяснилось, употреблявший запрещенные вещества и душевнобольной человек. Свой поступок Либерзон объяснял горячностью натуры и революционной яростью, поскольку во время обыска Шакониди назвал его пархатым еврейцем и вообще плохо отзывался о пролетариях и большевиках. В конце 20-х годов в пустующем особняке фабриканта был открыт пансионат для бывших политкаторжан и старых большевиков. Именно к этому времени относится известие о появлении призрака в парке Екатерингоф. Первыми с ним столкнулись отдыхающие пансионата. Правда, они полагали, что это какая-то недобитая контра, пытается их таким образом запугать, и требовали у администрации принять соответствующие меры.
Однако заведующий пансионатом назвал отдыхающих выжившими из ума идиотами и мер никаких не принял. В итоге старые большевики, позабыв о призраке, ополчились против заведующего и вывели его на чистую воду как бывшего белогвардейца, скрытого троцкиста, вредителя и агента финской разведки. Во время блокады Ленинграда недалеко от Екатерингофа проходила линия обороны, и особняк Шиканиди был разрушен огнем немецкой артиллерии. После войны здание восстанавливать не стали, а парк привели в порядок и сделали местом отдыха рабочих Кировского завода. Долгое время в парке ничего не происходило. Но весной 1956 года призрак объявился вновь. На этот раз он до безумия напугал 3 работниц завода, идущих на танцплощадку и решивших в ближайших кустах распить бутылку вермута. Там-то они и увидели оскаленный череп. На безумные крики женщин сбежались дружинники. Один из них, по фамилии Суслопаров, сунулся было в кусты, но тут же выскочил обратно с дикими воплями. Паника охватила всех находящихся в парке. Около 100 человек, сметая все на своем пути, выбежали на проспект Стачек, насмерть затоптав упавшего инвалида войны Козлового. Этот случай стал предметом обсуждения на заседании Кировского райкома партии. Райкомовские работники пришли к выводу, что панику спровоцировали хулиганствующие элементы и непомерное пьянство отдельных представителей рабочего класса. Дружинника Суслопарова, как явного паникера с позором, выгнали из комсомола, на Кировском заводе был объявлен месячник трезвости, а в парке запрещена продажа алкогольных напитков. Последний раз призрак видели в 80-х годах прошлого века. Так что его очередное появление осенью 2004 года не является, можно сказать, чем-то из ряда вон выходящим. По слухам, Шиканиди так и не упокоился с миром. Если задержаться в Екатерингофе до сумерек, то и в наши дни, если вам очень повезет, вполне можно с ним столкнуться. В заключение перейдем к другим мистическим местам России. В России есть места, пользующиеся дурной славой. Там пропадают люди, случаются аномалии и происходят мистические вещи. Почти каждое такое место имеет свои предания и легенды. Путешественников, ставших заложниками этих мест, охватывает паника. Но искателей приключений это не останавливает. 33. Озеро Лабынкыр, где находится Республика Саха, Якутия, Аймеконский улус. Что страшного, в водоеме живет чудовище и нападает на людей и животных. Озеро Лабынкыр стало якутским Лох-Нессом. Местные жители описывают лабынкырского черта как темно-серое существо с огромной пастью. Размеры монстра, судя по описаниям, огромны, только расстояние между глазами составляет полметра, а треть тела занимает пасть, усеянная зубами. Черт, как говорит легенда, нападал на людей и животных, причем не только в воде, но и на берегу. Мистическую природу озера и его обитателя подтверждает и история рыбака Алямса, сосланного в Якутию еще в советское время. Алямс рассказывал про жертвоприношения, которые местные жители часто совершали для черта. Перед смертью рыбак впал в бред и повторял, что Лабынкыр существует, непременно его найдет и уничтожит. 34. Санаторий «Энергия», где находится Московская область, городской округ Химки. Что страшного, большой санаторий «Призрак». В 15 километрах от МКАД стоят полуразрушенные корпуса спортивного лагеря и советского санатория «Энергия». Место расположено близко к Москве и пользуется популярностью у любителей мистических легенд. Двухэтажный корпус с лепниной и арками, как призрак прошлого. Окна выбиты, все здесь поросло травой и кустарником. Внутри остатки мебели и санаторного инвентаря, разруха, потрескавшаяся отделка. Когда здание уже было заброшено, там произошел пожар. Часть стен обуглилась и почернела, а кровля обвалилась. 35. Поселок Кадыкчан. Где найти? Магаданская область. Что страшного, поселок Призрак, покинутый после взрыва на шахте. Кадыкчан построили во время Великой Отечественной для рабочих страны, которые добывали в этих местах каменный уголь. Строительством 400-метровой шахты и жилых домов занимались заключенные.
Уголь использовался для Аркагалинской государственной электростанции. В один день в конце 90-х на шахте произошел взрыв, 6 шахтеров погибли и шахту закрыли. Людей сразу стали выселять, причем процесс старались максимально ускорить, предлагая жителям выплаты. За следующие 10 лет место опустело, теперь здесь поселок-призрак. 36. Долина смерти. Где находится Камчатский край. Что страшного, ядовитые испарения, опасные для людей и животных. Рядом с подножием вулкана Кихпиныч на Камчатке есть место, где постоянно погибают звери и птицы. Исследователи и ученые объясняют аномальную смертность выбросами ядовитых газов. Из-под земли с парами выходят углекислый газ и сероводород. Они накапливаются и медленно отравляют организм, доводя до удушья. Природная газовая камера, особенно активная с мая по октябрь, губит медведей, рысей, воронов, беркутов, многих других животных. Каждая вылазка в долину опасна и для людей. Начинаются головная боль, слабость, головокружение и жар. 37. Гора Ватаваара. Где находится Республика Карелия. Что страшного, природные аномалии и загадочные огни в воздухе, следы древних ритуалов вблизи запретного места. Ватаваара – это загадочная Карельская гора. Сюда регулярно приезжают путешественники и те, кто стремится к общению с духами природы на ее вершине и другими мистическими сущностями. На склонах загадочные валуны Сейды, явно уложенные в определенном порядке и имеющие нерукотворное происхождение. Местные с почтением и опасением говорят, что существует проход в другой мир. Исследователи выражают по поводу так называемого места силы скепсис, но однозначно объяснить многие аномалии на вершине горы не могут. Коренные жители рассказывают о светящихся объектах, которые кружатся там над горой. Некоторые предостерегают гостей от посещения загадочного места, утверждая, что гора Ватаваара стала запретной из-за потусторонних сил еще многие века назад. 38. Дольмены. Где находится Краснодарский край, Сочи, Красная Поляна. Что страшного, древнее сооружение неизвестной природы, где периодически замечают черный дым, вспышки света и шаровые молнии. Дольменами называют сооружения из крупных камней. О происхождении дольменов, которые обнаружили в Сочи, ученые спорят до сих пор, хотя изучение самих камней позволяет определить их примерный возраст, в среднем около 4000 лет. Кто-то считает дольмены древними захоронениями, а кто-то придерживается версий, что мудрецы добровольно замуровывали себя внутри, чтобы уйти из жизни в процессе медитации. Но есть и более пугающие явления, их не могут объяснить до сих пор. Например, над краснодарскими дольменами без видимой причины поднимался черный дым, рядом возникали вспышки белого света, а иногда из глубин камня на поверхность вылетали шаровые молнии. 39. Кольская сверхглубокая скважина. Где находится Мурманская область. Что страшного, глубочайшая скважина в мире, вдруг ее пробурили прямо до адских недр. В Советском Союзе воплощали масштабные проекты и не боялись мистических сил. Поэтому экспериментальная скважина в Мурманской области стала рекордной. В 1984 году случилась авария, буровая колонна застряла на 12-километровой глубине, и вытащить ее без последствий не вышло, и сам бур, и несколько километров труб остались внутри. После нескольких безуспешных попыток знаменитая скважина была законсервирована. Официальной информации о проекте немного, но в издании Московской геолого-разведочной академии номер 11 за 1999 год сохранились записи о температуре на глубине. Она составила плюс 220 градусов Цельсия. Звуковые датчики фиксировали колебания, недвусмысленно похожие на крики и вопли. Предполагалось, что амбициозные советские ученые и бурильщики буквально докопались до ада, или до той части мира, которую принято называть адом. Участники работы местные жители рассказывали, как после жуткие дьявольские сущности и духи грешников являлись им во сне, наводили ужас, всячески запугивали и проклинали. Сейчас Кольская сверхглубокая скважина стоит законсервированной.
40. Шоссе в никуда, Восточная Сибирь. Федеральная трасса Колыма. Как добраться? На автомобиле от Магадана на северо-запад. Это то самое место, про которое говорят «уж лучше вы к нам». Колыма. А точнее, Колымский тракт, ледяная дорога, более 2000 километров, соединяющая Магадан и Якутск. Два не самых приятных места на Земле. Рекорды холода установлены именно здесь. Температура периодически опускается до минус 70 градусов по Цельсию. А геологи, антропологи и парапсихологи бьются в поисках объяснений фокусам, которые временами преподносят местные озера, горы, деревья, звери, да и сама трасса. В 30-е годы по Колымскому тракту прошел 1 миллион советских заключенных. Половина там и осталась. Местные старожилы помнят, как их останки валялись вдоль дороги. Погибших, если их хоронили в теплое время года, то тут же, на обочине. В нескольких местах в районе Якутска и Хандыги шоссе поддерживается только паромными летом или ледовыми зимой переправами и не работает в межсезонье. 3-4 автомобиля в сутки, по местным меркам такое движение считается интенсивным. В этих условиях любая поломка может оказаться роковой и для машины, и для ее хозяина. Летом из-под снега выступают обгоревшие железные скелеты. Водители поджигают свои автомобили, чтобы согреться в 50-60-градусный мороз. Иногда это не помогает, и неподалеку от остова машины находят ее хозяина. Впрочем, местные жители считают, что экстремальные климатические условия и атмосфера гигантского кладбища не самое страшное из того, что есть на Колыме. Настоящие приключения начинаются на озерах. На Красном и Воротах за последние десятилетия пропало более сотни человек. На этом я бы хотел закончить это видео с 40 таинственными и загадочными местами России. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Гора Белуха на Алтае. Самая высокая гора Алтая и Сибири, поражает и без предыстории, двуглавая, величественная и вся покрытая снегом. Но все-таки различных мифов и легенд вокруг горы предостаточно. Эта точка равноудалена от 3 океанов и считается одним из центров Земли. Одни верят, что именно здесь прячется Шамбала, затерянная страна индуистов, другие ищут Беловодье, староверский край счастья и свободы. Однако коренные алтайцы, в отличие от туристов, опасаются приближаться к священной вершине и поклоняются ей у подножия. Вот такими у нас получились 40 таинственных и загадочных мест России. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.